Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Каждый уважающий себя геймер задавался этим важным вопросом. Почему Nintendo постоянно со всеми судится? Особенно с авторами безобидных эмуляторов. Но, наконец, есть ответ. Его дал патентный поверенный и заместитель гендиректора отдела интеллектуальной собственности Nintendo Коджи Нишимура. Эта должность в табличку на двери-то вообще помещается? Юрист выступил с лекцией по приглашению Японской ассоциации авторского права для компьютерного программного обеспечения. В ходе рассказа речь зашла и об эмуляторах. По словам Нишимуры, существование эмуляторов вполне законно, однако в некоторых случаях их использование может приступать к черту как в вопросах законодательства, так и правил самой Nintendo. Например, во время работы программа может копировать игру, что уже считается нарушением. Также Nintendo не жалует обход систем защиты вроде шифрования. Подобные действия нарушают японский закон о предотвращении недобросовестной конкуренции. За пределами страны нарушение, скорее всего, попадает под закон об авторском праве, отметил специалист. Эмулятор окажется под прицелом Nintendo и в том случае, если содержит ссылки на ресурсы с пиратскими копиями игр. Программу посчитают так называемым Rich App, которое нарушает японское законодательство. Нишимура отдельно подчеркнул, что эмуляторы являются головной болью не только для Nintendo, но и для всех разработчиков, которые делают игры для ее устройств. Это можно считать основной причиной такой рьяной борьбы с эмуляторами. Уже рассказывали в инфакте о том, что Suicide Squad Kill the Justice League получила смертельный приговор от издательства. Игра начала двигаться к закрытию. И вот случилось. В очередной обнове авторы завершили основной сюжет игры, и оформили они его в виде смешной нарезки комиксов. Вот это бюджет ненько. Финал таков. Дальше спойлеры, кому не пофигу. Брейниак оказался побежден, а помогли в этом члены Лиги Справедливости. Таким образом, разработчики подтвердили, что все убитые в ходе сюжета персонажи были клонами, за исключением Чудо-женщины. Так что Супермен, Бэтмен и другие остались живы. После победы над злодеем Лига бросила силы на помощь людям в других измерениях, пострадавших от вторжения Брейниака. Тем временем бомбы, вживленные в головы Харли Квинн, Капитана Бумеранга, Дэдшота и Короля Акул, удалось отключить, поэтому отряд самоубийц отправился в путешествие по иным мирам. Спойлеры кончились, включаем мониторы. Несмотря на завершение поддержки, в отряд самоубийц по-прежнему можно играть. Серверы продолжают работать. Сохранится доступ к сюжетным миссиям из базовой игры, а также к эпизодам, выпущенным уже после релиза боевика. В декабре как раз для этого появился офлайн режим. Закулисье игрового подразделения Microsoft в очередной раз оказалось под прицелом журналистов. На сайте The Information вышла статья, в которой прошлись по проблемам Xbox и всех приклеенных к ней команд. Если верить материалу, майки могли вообще отказаться от амбиций на видеоигровом поприще несколько лет назад, но генеральный директор Microsoft Сатья Наделла принял иное решение. Как указано в заметке, в 2021 году руководитель оказался перед выбором: закрыть Xbox с облачным геймингом или же пойти по пути поглощений крупных студий, чтобы подстегнуть рост подписчиков Game Pass. Наделла выбрал, как вы понимаете, второе, поэтому в том же году состоялась сделка с ZeniMax Media, в состав которой входит Bethesda Softworks, а позже дело дошло до прогремевшей на весь мир покупки Activision Blizzard. Вот так захотел Skyrim и купил, даже копить не пришлось. Правда, пока инвестиции слабо себя оправдывают. За финансовый год, завершившийся в июне 24-го, выручка Xbox выросла менее чем на 6%. До целевых 11% вообще далеко. А в отчете за первый фискальный квартал Microsoft ясно дала понять, что игровое подразделение вообще не показало рост, если убрать из уравнения показатели ActiBliz. До сделки с создателями колды в Microsoft еще надеялись расширить аудиторию Game Pass до 100 миллионов человек к 2030 году. По данным от февраля 24-го, у сервиса было 34 миллиона подписчиков. Чтобы добраться до 100 миллионов абонентов, база пользователей должна увеличиваться на 40% каждый год. С учетом того, что уже понятно, что рост замедляется, шансы достичь этой цели вовремя стремятся к нулю. Также проблем добавляет то, что крупные издатели не хотят размещать свои игры в Game Pass даже за бабло от Microsoft, а облачные разработки компании не просто не захватывают рынок, но даже внутри Activision продолжают пользоваться решениями от Amazon и Google. Короче говоря, несмотря на все вливания денег, Xbox пока уверенно идет дорогой плееров и мобильный ОС от тех же мелкомягких, к сожалению. Трейлеры новых игр в инфакте. Ух, редкий зверь.
Независимая студия VG Entertainment анонсировала свой сюжетно-ориентированный одиночный шутер под названием Forest Reigns. Тайтл отправит игроков в постапокалиптический Париж, который был захвачен мутировавшим лесом. В плане геймплея Forest Reigns предлагает не только перестрелки от первого лица, но также элементы выживача и РПГ. Дело не ограничивается бесцельным выживанием, так как Forest Reigns имеет нелинейный сюжет с десятками миссий. Ключевую роль в истории играет сам лес, который по описанию обрел собственный разум и цели. Заявлено, что исход противостояния с лесом будет напрямую зависеть от принятых геймерами решений. Антиэкологическая повестка в игре какая-то. На момент анонса Forest Reigns заявлено только для ПК без русской локализации. Дата выхода неизвестна. Внезапно Gaijin Entertainment и бухарестская студия Atypical Games представили Cubic Odyssey, приключенческую игру в открытом мире, где игроку предстоит исследовать загадочные планеты, создавать инструменты, строить транспорт, выполнять задания и сражаться с красной тьмой. Графика определенно что-то напоминает. Сюжет Cubic Odyssey начинается с крушения космического корабля на далекой планете. Вы будете добывать ресурсы, перерабатывать материалы и строить все, от инструментов и аванпостов до транспорта и космических кораблей, открывающих путь к свободному исследованию галактики. Вокруг каждой звезды на небе вращаются планеты с динамической сменой дня и ночи, городами, NPC, пиратскими базами и опасными руинами. Главная цель же всего этого мероприятия — остановить красную тьму, то есть галактическую заразу, которая изменяет диких животных, поглощает планеты и угрожает всему живому. Cubic Odyssey будет доступна для покупки в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Sony решила порадовать владельцев подписки PS Plus. Да настолько, что уже я решил новость взять в выпуск из-за этого. В экстра и премиум версии плюса в начале года залетела такая вкуснятина, как Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, Citizen Sleeper, Atlas Fallen, Reigns of Stand и главное, God of War Ragnarok. В премиум версии подписки можно обнаружить Medieval 2 и Indiana Jones and the Staff of Kings. Это не новая часть, если что, не настолько все плохо у Xbox пока. Короче, классный подгон. Сыграйте, у кого PS Plus есть. А вот и все новости на сегодня. Еще больше свеженькой инфы лежит у нас на сайте, где достать ссылку вы знаете. Поглядите пропущенные материалы, прокомментируйте блоги на сайте и, конечно, прожмите лайк под этим видосом. Хорошего вам четверга. Пока!